Последний месяц всерьез обсуждают полную блокаду Крыма как возможный сценарий развития событий. Буквально 5 июля ВСУ взорвали Гвардейское, важный военный аэродром на полуострове. Только за одну ночь в Крыму ПВО сбило около 70 беспилотников. Украина сделала все, чтобы изолировать полуостров, который является главным тылом всей российской южной группировки войск, наступающей на Запорожье. И сейчас жители находятся в крайне неприятном положении. Только за первые дни июля ВСУ ударили аж по 10 электроподстанций, устроив энергетический кризис. На полуострове большие проблемы с бензином, непонятно, как его ввозить. Ведь море и дорога через Мариуполь блокированы дронами. Крымский мост уже дважды взрывали, паром тоже бомбили. И Крым не впервые оказывается под угрозой блокады. Участку суши, который отделен от материка узким перешейком, сложно избежать такой участи. А войн в регионе и в прошлом хватало. Сегодня посмотрим на историю блокад Крыма. Поговорим о том, как блокировали коммуникации Крыма в 20 веке. Было это дважды. Во время Гражданской войны и во время Великой Отечественной. В 1920 году в Крыму находилась русская армия Врангеля и правительство Юга России. Они сопротивлялись большевикам несколько месяцев, даже сделали какое-то подобие собственной экономики, что породило в массовом сознании легенду о Крыме как о крепости, где, сложись обстоятельства чуть иначе, могла появиться какая-то другая Россия, существующая отдельно и запертая с материка. А в годы Второй мировой в Крыму на полгода оказались заблокированы Красной армией около 200 тысяч немецких и румынских солдат, которые существовали на полуострове вместе с местными. Оба эти события сформировали уникальную историю Крыма, о которой не так уж часто рассказывают. Расскажем сегодня мы. Прежде чем в нее погрузимся, только напомню, что в описании вы найдете ссылку на наш гайд «Как обойти блокировки интернета». Спонсирует этот наш гайд сервис mCard. Они выпускают криптовалютные карты, которыми можно пользоваться за границей, как обычными. В гайде есть как бесплатные, так и платные способы обхода блокировок. Среди VPN обратите внимание на VPN Liberty. Попробовать его можно бесплатно. Мечты тех времен о независимом Крыме невозможно было воплотить в реальности. В условиях сухопутной блокады полуостров долго существовать не мог. Однако именно в Крым за годы Гражданской войны бежали сотни тысяч переселенцев, не желающих жить под большевиками. И туда же весной 1920-го отступила армия вооруженных сил Юга России. Они были частью Белого движения, и все оказались заперты на полуострове. Командование тогда принял генерал Петр Врангель. И первое, что он попытался наладить, это поставки топлива. Намечая целый ряд мер по приведению армии в порядок и организации тыла, я все время думал об обеспечении на случай несчастья возможности эвакуации, требуя доставки все новых и новых транспортов угля. Уголь – главное топливо тех лет. В Крыму надежных источников его получения не было. А топливо нужно и армии, и пароходам. Врангель понимал, изолированно Крым долго существовать не сможет. И готовил пути эвакуации для беженцев в том числе. Валюты у властей Крыма немного, поэтому важно было правильно расставить приоритеты. Крым был беден местными средствами и в мирное время жил за счет богатой Северной Таврии. Теперь же, со значительно возросшим населением, с расстроенным долгими годами германской гражданской войн хозяйственным аппаратом, он не мог прокормить население и армию. Из-за трудностей с подвозом с севера в Севастополе, Ялте, Феодосии и Керчи хлеба уже не хватало. Цены на хлеб беспрерывно росли, совершенно не хватало и необходимых жиров. Великобритания в те годы активно поддерживала Белое движение. И то, что происходило в Крыму, не могло ее не волновать. Как и Врангель, британские военные понимали, Крым отстоять не выйдет, а значит, надо договариваться. В апреле 1920-го Врангель получает официальное уведомление. Англия хочет начать с большевиками переговоры о дальнейшей судьбе Крыма и белых войск. Адмиралтейство Великобритании уведомляет, что в субботу 17 апреля лорд Карзон послал господину Чичерину телеграмму, в коей он сообщает, что хотя вооруженные силы Юга России и были разбиты, но нельзя допустить, чтобы они были обречены на полную гибель. На переговорах предлагается фактически обсудить условия сдачи Крыма под гарантией Лондона. Врангель же надеялся выиграть время, ведь
установившийся на территории России и Украины большевистский режим слишком уж неэффективен. Врангель считал, что тот рухнет в ближайшее время под тяжестью противоречий, внешних конфликтов и внутренних восстаний, которые шли едва ли не повсюду. И он написал об этом в Великобританию. Единственным средством приостановить непрерывную анархию в России является сохранение в ней здорового ядра, которое могло бы объединить вокруг себя все стихийные движения против тирании большевиков. Рассудив таким образом, Врангель отказался от немедленной эвакуации и начал думать, как сделать так, чтобы изолированный Крым мог просуществовать хотя бы несколько месяцев. В конце апреля ему удается поймать момент. Пока большевики заняты войной с Польшей и оттянули силы от Крыма, армия Врангеля выходит из-за Перекопа и занимает обширные районы Северной Таврии, нынешней Запорожской и Херсонской областей. Те районы богаты зерновыми и обеспечивают Белому Крыму избыток пшеницы. Ее даже частично экспортируют, чтобы получить валюту. С моря красные блокировать Крым не могут. В итоге на острове появляется своя экономика. Запасы урожая продавались в Константинополе. На полученные средства закупали товары для армии, топливо, продукты, чай, сахар и жиры и импортный ширпотреб, что создало иллюзию относительно нормальной жизни. Однако устойчивой экономикой там и не пахло. В Крыму можно было найти только продукты питания, да и то не все. Было много хлеба, достаточно мяса, но жиров очень мало. Рыбы почти не было, несмотря на то, что вокруг нас было море. Все остальное приходилось выписывать из Константинополя, что вело к большому расходу иностранной валюты. Можно было бы компенсировать расходы производством промышленной продукции, но заводов на полуострове было немного, да и те из-за недостатка топлива работали едва ли не на четверть мощностей. Им также не хватало железного лома, его активно экспортировали, чтобы достать валюту. Получилось, что жизнь в Крыму полностью зависела от доступа к Херсонщине и Запорожью. Гарантий их сохранения не было. За хлеб приходилось буквально биться, примерно там же, где идут бои сейчас. В районе Малая Токмачка-Буменфельд конница генерала Барбовича столкнулась с красными частями 16-й и 20-й кавалерийских дивизий. При содействии дроздовцев, ударивших во фланг развернувшейся конницы красных, генерал Барбович рассеял противника и захватил 7 орудий. Преследование велось до 2 часов ночи, и лишь полное истощение коней не дало возможности развить успех. На эти трудности накладывалась огромная инфляция, ведь выпускаемые правительством деньги ничем не обеспечивались. Лишь работникам промышленных и транспортных предприятий власти постоянно повышали оплату, опасаясь забастовок на заводах, железных дорогах или в портах, что ситуацию только усугубило бы. Всем остальным приходилось жить на средства, которые стремительно теряли ценность. Положение отвратительное, и выхода из него не видно. Делаю последние потуги оставаться на посту общественного деятеля, ибо, попросту говоря, жрать нечего. У младшего сына сносились башмаки, и он ходит босиком на деревяшках. Время к зиме, и нужно покупать ботинки за 200 тысяч рублей. А жалование я получаю в месяц, да и то за август еще не получил, по 120 тысяч рублей. Какая уж тут общественная деятельность. Ставка на падение большевиков провалилась. Врангель был прав в том, что режим их очень неэффективен, но приведет это к падению большевиков только в 1991. На дворе же 1920. Врангелю не удалось просто переждать момент, на что он рассчитывал. Судьба Крыма была решена. В ноябре красные оттеснили белых за Перекоп и нанесли им финальное поражение. И здесь сыграла роль запасенное Врангелем топливо. Из крымских портов удалось отчалить многим пароходам с остатками армии и беженцами, которым, несмотря ни на что, удается добраться до Константинополя. Сейчас небольшая реклама и продолжим. Если у вас международный бизнес и в команде есть люди из разных стран, особенно из России или Беларуси, вы наверняка знакомы с этим чувством. За секунду перед выплатой, когда нет уверенности, дойдут ли деньги, не прилетят ли потом вопросы от банка или налоговой. Управление такой командой превращается в квест. Могут появиться и другие вопросы. Как правильно заключить договор или как организовать передачу авторских прав? Как безопасно провести выплаты безо всяких обходных путей? Для надежной и безопасной работы с исполнителями по всему миру есть сервис Mellow. Он закрывает весь цикл целиком.
Вы сможете найти исполнителя, оформить договор, который защитит ваши интересы, провести выплату, в том числе и в Россию, и в Беларусь, и автоматически получить корректные закрывающие документы. Все выплаты Mellow проводят через собственные юрлица, а все транзакции юридически чистые и соответствуют всем требованиям и ограничениям. Команда Mellow тщательно следит за изменениями в законодательстве, чтобы оставаться безопасной инфраструктурой для вашего бизнеса. У Mellow все, что нужно для эффективной работы с распределенной командой исполнителей, собрано в одном месте. Сейчас у них есть специальный тариф для новых клиентов – 3,5% от платежа. А еще бесплатный поиск новых специалистов для тех, кому нужно расширить команду. И живая поддержка. Так что если у вас есть подрядчики в разных странах, и вы думаете, как упростить процесс оплаты им, или хотите найти еще людей на проекты вашего бизнеса, то переходите по ссылке и оставляйте заявку на демо в Mellow. Ссылка в описании. Продолжим. Врангелю, пусть и ненадолго, удалось добиться для местных той жизни, которой позавидуют жившие под большевиками люди. Например, в декабре, через месяц после эвакуации белых, в Крым приехала с выступлениями певица Евфалия Хатаева. И вот что она написала в дневнике. Ну, базар, чего-чего там нет. А какие духи и пудра? И Коти, и Хубиган, и Пюго, и Институт де Боте. Да чего только нет, черт возьми. Но при большевиках изоляция и фактическая блокада полуострова продолжилась. Большевистские власти наглухо закрыли въезд и выезд с территории полуострова. Ведь там несколько лет собирались те, кто бежал от большевиков или боролся с ними с оружием в руках. Изоляция Крыма позволила развернуть на полуострове беспрецедентный красный террор. В течение нескольких месяцев карательные органы расстреляли там несколько десятков тысяч человек. О точных цифрах до сих пор спорят. Часто расстреливали просто за факт нахождения в рядах белой армии или по социальному признаку. Достаточно было просто оказаться дворянином. И ввели типичную для коммунистов продразверстку. Стали принудительно изымать все выращенное на полуострове зерно, которого раньше и так не хватало. За зерно формально платили компенсацию, но бумажные совзнаки ценности тогда не имели. В городах хлеб худо-бедно распределялся в пайках. Села же вынуждены были обеспечивать себя самостоятельно. В результате горные и южнобережные села, преимущественно татарские, где традиционно выращивали на продажу фрукты и табак, а зерно не сеяли, оказались лишены полноценной еды вовсе. На полуострове не было достаточно спроса на табак или фрукты, тем более, что и эту продукцию изымали тоже. Начался голод, и его масштабы сопоставимы со знаменитым Поволжским голодом. Вот некоторые выдержки из сообщений, которые тогда отправляли властям. Голод сильно прогрессирует. В большей или меньшей степени голодают во всех округах и во всех районах. В городе Карасу-Базаре и его районе, на улицах и домах трупы умерших не убирают по несколько дней. Случаи людоедства стали обычным явлением, и были факты ловли детей и пропажи их. Жертвами крымского голода станут больше 100 тысяч человек. И это при том, что врангельская армия эвакуировалась, а с ними уехали и многие гражданские. Еще десятки тысяч расстреляли, но все равно еды на всех не хватало. И хотя полуострову оказывалась помощь и коммуникации с Большой Землей со временем были налажены, это не особо помогло. Из-за того, что полуостров много месяцев оставался изолированным от нормального экономического обмена с другими регионами, гибли те, кто выращивал продукцию не первоочередной важности, и не только для потребления на полуострове, как разводившие фруктовые сады татары. Затем наступил неурожайный год. Голод продолжался вплоть до 1923-го. В фактической блокаде Крым оказался и в годы Великой Отечественной войны. 200 тысяч солдат немецкой 17-й армии и румынских частей были отрезаны от Большой Земли наступающей Красной армии. Блокада длилась полгода, с ноября 43-го по апрель 44-го, когда советские войска начали штурм Крыма. При этом гитлеровцы не могли оттуда просто уйти, из-за упорства фюрера, который во всех случаях приказывал войскам удерживать территории до последнего. Но в данном случае за его упорством стояли и какие-то рациональные соображения. В 1944 году положение Третьего рейха напоминало дорожку из костяшек домино. Уронишь одну, упадут остальные.
Потеря Крыма ставила под угрозу Румынию и Болгарию, союзников Рейха, которые запирали дорогу на Балканы. Так что приходилось держать этот чемодан без ручки. О том, как чувствовали себя при этом обычные жители Крыма, свидетельств осталось немного. Но есть, например, подробный дневник Николая Дешкина, который до войны работал в Ялте бухгалтером. А после оккупации поступил бухгалтером в организованную городскую управу. Он тщательно фиксировал происходящее, в том числе радиосообщения и статьи в местных газетах. Во вчерашней сводке большинство слушавших слышало бои восточнее Херсона. Из этого делают заключение: Крым отрезан. Цены с каждым днем растут, муки и крупы очень мало, жиров также. Сало и масло топленое уже стоит 1200 рублей за килограмм вместо 600. Сахара совсем нет, молоко опять поднялось с 30 рублей до 40 рублей за литр. По всему полуострову уменьшается выдача продуктов по карточкам. По-видимому, осада Крыма уже начинает сказываться на наших желудках. Слишком много ели мы хлеба, и пора желудки подтянуть. Говорят, что немцы, едущие в Германию в отпуск, записываются на самолеты и подолгу ждут отправки, так как и этот способ сейчас, по-видимому, очень затруднен. Топливо осталось на неделю, хотя экономим свыше сил и фактически больше мерзнем, чем живем в топленой комнате. Видов на приобретение топлива нет, и остается только одно – еще сильнее мерзнуть. Вот в таких условиях Крым пережил ту зиму. И к голоду и холоду примешивался страх. Крым был одной из территорий массовых расправ над евреями. Да и другие жители полуострова постоянно становились жертвами карательных акций. Лишь 8 апреля 1944-го Красная Армия перешла в наступление и ворвалась в Крым, освободив его полностью в мае. Сопротивление было быстро сломлено. Всего за неделю немецкие и румынские части удалось откатить к Севастополю, который Гитлер приказал удерживать. Но немецкие генералы понимали, битва уже проиграна. В настоящее время опять пытаются спасти армию, или скорее то, что от нее еще можно спасти из Крыма. Она должна быть перевезена по морю в Румынию и Болгарию. Враг старается этому помешать и рассказывает, что уже затопил многие суда. Румынским кораблям удавалось привозить в Севастополь боеприпасы и вывозить раненых. 7 мая Красная Армия начала штурм и за 2 дня заняла порт и небольшую часть города. Немецкие и румынские войска оказались зажаты на мысе Херсонес. И вырваться из Крыма удалось только половине осажденных. Остальные погибли в бою, сдались в плен или пошли на дно вместе с потопленными румынскими судами. И тогда начался новый этап в истории Крыма, о котором стоит упомянуть отдельно. Именно тогда советские власти после освобождения решили коренным образом изменить демографическую карту полуострова. Оттуда принудительно выселили коренное население крымских татар, а позже выселили болгарских и греческих жителей. В сельские районы массово завезли переселенцев из российских и украинских колхозов. Состав населения в Крыму тогда заметно поменялся, а его автономный статус был ликвидирован. Керчь и Севастополь фактически пришлось отстраивать заново после боев. Но затем наступил мирный послевоенный период. Многие десятилетия, несмотря на передачу региона от РСФСР Украинской Социалистической Республике, несмотря на распад СССР, Крым оставался всесоюзной здравницей, главным местом отдыха на море жителей и России, и Украины, и других бывших советских республик. Никто всерьез и подумать не мог, что полуостров снова попадет в осаду. Однако в 2014-м Крым снова стал краеугольным камнем конфликта. Был аннексирован Россией. И сейчас он снова частично блокирован. И хотя вряд ли это закончится так же трагически, как в прошлые разы, стоит за происходящим наблюдать. Ведь прямо сейчас в истории блокад Крыма происходит новый виток. До завтра.